Расскажу страшную историю. The Wall Street Journal, очень авторитетное издание, которое у нас активно цитирует, публикует новости со ссылкой на Wall Street Journal, авторитетное издание, куда же дальше, опубликовало статью, в котором это издание указало, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках телефонной конференции предупредил других участников ОПЕК, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель. И целевые уровни добычи картелей, если целевые уровни добычи картелей не будут соблюдаться. И стал грозить всем страшным всяким. На что, удивительно, ОПЕК опубликовала отповедь. Просто впервые, да уймитесь уже, знаете, в стиле, да хватит. В статье ошибочно, очень мягко, ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до $50 за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи. Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября. Это с одной стороны. С другой стороны, Wall Street Journal блестяще доказал, что не просто так его приняли во Всемирный информационный холдинг. Один Bloomberg сказал, сокращенно ОБС. Напомню, что еще 2 года назад ОПЕК своим решением запретил сотрудникам агентства ОБС появляться на своих заседаниях. Так же, как прекратил принимать во внимание прогнозы Международного энергетического агентства, вежливо назвав их излишне политизированными. Поэтому Wall Street Journal, конечно же, надо соблюдать свое реноме. Мы врали, врем и будем врать. Они это делают профессионально, они делают это с удовольствием, насколько я понимаю. А многие наши СМИ продолжают аккуратно переводить все, что мы видим на страницах ОБС, и публиковать на русском языке. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Я хочу заметить, публиковать-то надо. То есть надо, знать, чем там живут и дышат. Но нужно комментарии адекватные давать. То есть, если вы публикуете, что до $50 может упасть, а в каком контексте это происходит? Это происходит в очень интересном контексте. Сейчас весь вот этот холдинг, вышеупомянутый Борисом, один Bloomberg сказал, работает над тем, чтобы до ноября, как минимум, до ноября 2024 года, до президентских выборов в Соединенных Штатах, цены на нефть были на как можно более низком уровне. И там есть такая, знаете, идея, что есть избыток предложения. Притом не просто избыток предложения, а избыток предложения, который создается в том числе производителями в Соединенных Штатах. То есть Соединенные Штаты своему населению рассказывают следующую историю, что нефть, она должна стоить мало, потому что избыток предложения. А во-вторых, мы вообще добываем больше всех. Это правда, они добывают больше всех. Правда, они нетто-импортер. Если нетто-импортеры нефти, и если кому-то интересно посмотреть на графики, мы в прошлом выпуске приводили и экспорта, и импорта в Соединенных Штатах. И вот эти вот все новости, ОПЕК плюс там друг другу грозит, что сейчас нефть подешевеет. Это как раз для этого, для того, чтобы нефть действительно дешевела, чтобы разжигать панику на рынке. А тем временем состоялось 56-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. И, если можно, еще одну цитату. В ходе заседания Республика Ирак, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили, что они достигли полного соответствия, квотам, и компенсации в соответствии с графиками, представленными на сентябрь. 3 стороны подтвердили свою твердую приверженность поддержанию полного соответствия, квотам, опять же, и компенсации в течение оставшегося периода действия соглашения. О чем идет речь? О том, что мы немножечко выходили за пределы этих квот, и надо догнать указанные уровни. Мы определили графики, когда мы втроем, Ирак, Казахстан и Российская Федерация, на своем уровне этих показателей достигнем. Все, ОПЕК плюс посмотрели, сказали, да, все окей, все нормально. Добывали слишком много, подровняйте, чтобы по году вернуться в график. Да, хорошо. Все. На этом разговор закончился. И вице-премьер Александр Новак высказался об итогах заседания и перспективах роста спроса на нефть. Он, в общем-то, добавил
что постепенное восстановление добычи нефти в рамках снятия добровольных ограничений добычи нефти со стороны ряда стран планируется с 1 декабря. Ну, то есть 1 декабря, планировалось 1 октября начать частичное восстановление добычи. Перенесли ввиду более сложной ситуации на рынке, чем предполагалось, на 1 декабря. И вот мы 1 декабря, он говорит, начнем, если ситуация на рынке не ухудшится, не изменится в какую-то ненужную нам сторону. И, собственно говоря, мы должны заметить следующее, что ОПЕК+, вопреки вот этим чудесным сообщениям у уважаемых изданий, которые бездумно цитируются, ОПЕК+ все-таки следит за ситуацией на рынке, ОПЕК+ свои планы меняет в зависимости от объективных данных, которые с этого рынка поступают, и в какое-то безумие... от реальной обстановки, а не от того, что они вычитали в ОБС. А как это? Берримор, а что пишет «Таймс»? Абсолютно неинтересно, что пишет «Таймс». Там есть ряд достоверных источников, на статистику которых опираются ОПЕК, и, собственно говоря, исходя из этого, корректируют свои планы. То есть в ОПЕК немножко другой лозунг. Берримор, дайте мне «Таймс», пора растопить камин. Нет, вдруг в «Таймс» что-то хорошее напишут. Опять же, может, там анекдоты какие-нибудь веселые, красивые, интересные. Растопить камин сейчас важнее, там тоже осень. Тоже вариант. Тем более, что в Англии догадались закрыть последнюю угольную электростанцию на этом чудесном острове. Они ее закрывали, потом они ее открывали заново. Тут это мерцающая угольная электростанция. В 23-м году оказалось, что уголь очень нужен, и мы опять запускаем... в 22-м. Мы опять запускаем. Теперь, все, отпустило... Потребление газа упало, потребление энергоносителей упало. Зачем уже уголь? Можно и угольную электростанцию запустить. Угольная электростанция Шрёдингера. Да, то ли есть, то ли ее нет. И ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Нам тут задают какие-то вопросы про Израиль. Дорогие друзья, мы про беспилотные летательные аппараты и прочее, это не к нам. Это есть уважаемые аналитики, военные эксперты. Это, наверное, их стоит спрашивать про данные моменты. А мы про влияние вот этой всей ситуации на рынок. Я в Южно-Сахалинске. Просыпаюсь в 3 утра по Южно-Сахалинску, потому что, знаете, организм еще не адаптировался. И вижу сообщение про ответный удар Ирана по Израилю. Давайте посмотрим, как это все сказалось на нефтяных котировках. А потом объясним, почему не только это сказалось на нефтяных котировках. Я думаю, заметно, да, где... Когда, кто и что. Но, понятно, котировки пошли вверх, однако, тут вот какой момент. С точки зрения рынка есть рост, а есть восстановление. И вот, глядя на графики такого рода, говорят, растут цены. Они не растут, они восстанавливаются. То, что некая ситуация на Ближнем Востоке подстегнула этот рост, это не означает, точнее, это восстановление, не означает, что это не восстановление, а рост. В чем разница? Разница в том, что рост – это когда вы можете вернуть средства, которые вы вкладываете в добычу, транспортировку, переработку и знаете, небольшую маржу сверху. Вот вы это все получаете. А дальше вы сверхприбыль получаете. Это рост. А когда у вас неадекватно низко падают цены, а ниже $70 это неадекватно низко, притом для всех производителей, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки. Там достаточно посмотреть на уровень производства нефти, чтобы убедиться, что как-то тех динамичных увеличений добычи, которые мы наблюдали, скажем, в 2023 году, почему-то нет. Даже неизвестно, почему. Может быть, потому что в 2022 году цены были высокие, деньги вложили, а в 2023 году пошла нефть, а в 2024 году, точнее, в 2023 уже цены припали, в 2024 они тоже не очень высокие, поэтому каких-то активных денежных вложений не наблюдается. Возможно, поэтому. Зато во Флориде, где-нибудь на пляже, один пожилой джентльмен радуется, у него появляется возможность прихватить в государственный резерв еще какой-нибудь 1 миллион баррелей, памятуя о том, что он из него 250 продал куда-то. Да, для государства Соединенных Штатов Америки важно еще, чтобы цены на нефть, WTI, не бренд, WTI, это североамериканская смесь, это их бенчмарк, чтобы цены были ниже $79, тогда можно восполнять распроданные запасы из государственных хранилищ. Нам тут чудесные вопросы задают.
А почему в Сергиево-Посадском районе нет газа в деревне Фролово, Захарьино, Воронцово и СНТ с десятком у нас, в общем... По поводу СНТ. Есть правила подачи заявок на догазификацию. Достаточно. У нас был отдельный выпуск этому посвященный. Я не предлагаю его искать. Вы можете просто набрать догазификация, Межрегионгаз, СНТ. Вас, скорее всего, выведет на соответствующую страничку, где будет подробно расписано, какие документы нужно оформить, подать и куда конкретно для проведения этой газификации. Это вы задали вопрос, потому что я сказал, что до 2028 года Сахалин будет на 100% газифицирован. Вам кажется, что если где-то кого-то газифицируют, то это как-то вас ущемляет? Или что в центральной России должно быть на 100% все газифицировано, потому что собираются на 100% газифицировать Сахалин? Нет такой взаимосвязи. Есть планы по газификации, и с ними можно ознакомиться. Собственно говоря, практически с каждым нашим регионом у «Газпрома» подписано соглашение по догазификации. Немножко по-разному везде выглядит ситуация. Я вас уверяю, что догазификация Магаданской области еще более пессимистична, чем догазификация Подмосковья. Ладно, тут про Венгрию и Словакию. Если будет время, я на вопрос про Венгрию и Словакию отвечу. Может, и Борис присоединится. Креки на мазут пошли вверх. Конкретно, что это значит для нас, пока ничего не значит. Так вот, широкими мазками. Минэнерго наш Российской Федерации представил позицию России по энергопереходу на встрече Большой Двадцатки. И, собственно говоря, там шла речь о том, что энергопереход должен быть справедлив, учитывать местную специфику. То есть у вас есть некий энергобаланс, который нужно учитывать в рамках вашего этого энергоперехода. При том, что все, когда говорят энергопереход, обычно подразумевают один из возможных сценариев, подразумевая, что он безальтернативен, что неправда. Когда говорят энергопереход, обычно подразумевает зеленый сценарий энергоперехода, а он не является безальтернативным, как бы кому чего не хотелось. И давайте цитату Сергея Цивилева, министра энергетики, и пойдем дальше, на самую интересную тему попытаемся поговорить. Взвешенная позиция по вопросу энергетического перехода будет отвечать интересам как производителей, так и потребителей энергии, а также исключит использование климатической повестки в качестве политического и экономического инструмента неконкурентной борьбы, что справедливо. Несбалансированный энергетический переход рискует дестабилизировать мировую энергетическую систему, что, опять же, справедливо, и меня радует, что с где-то 20-21 годов, когда у нас как-то пытались говорить еще в европейской... Это с 22 годом никак не связано. Просто в 21 году еще пытались говорить с позиции европейской климатической повестки, энергетической повестки. Сейчас у нас осознали, что у нас есть своя позиция. Это не может не радовать, и хорошо, что ее отстаивают. У нас это осознали в 2021 году, и я просто напомню, кто это осознал. Российская энергетическая неделя, выступление Владимира Владимировича Путина, который сообщил, что энергетический переход – это вообще замечательная история, но в каждой стране он должен идти по своему сценарию, который интересен конкретной стране. В зависимости от того, как у них сложена объединенная энергосистема, какие первичные энергетические ресурсы есть, каждая страна выстраивает свой сценарий энергетического перехода. И, слава богу, мы это теперь уже слышим и от нашей исполнительной власти, это хорошо. По поводу Венгрии и Словакии. В общем, деньги не пахнут, мол, мы туда нефть, а они дизельное топливо. Вы понимаете, что это, к сожалению, не черно-белая ситуация. Это не венгры и словаки коварные. Это их самих поставили в ситуацию, когда они имеют возможность сохранять контакты с нами и хотят расширять эти контакты с нами. Но вы, пожалуйста, помогайте Украине, даже если не хотите. И если Еще раз, дело не в том, что они хотят помогать. Пришло 100 литров нефти. Из нефти можно получить определенное количество бензина, определенное количество дизельного топлива. Бензина в Венгрии и Словакии нужно такой объем. Тут какую мысль пытаются донести, что, мол, извините, целиком читать не буду, но что, мол, мы поставляем им нефть, они делают дизельное топливо, отправляют на Украину, Украина разрушает нашу инфраструктуру, убивает наших людей. Мол, если мы не будем им поставлять, может, дешевле и рациональнее вообще не поставлять им. То есть дизельное топливо на Украину перестанут поставлять, да, по-вашему? То есть если мы перестанем продавать Венгрии и Словакии, это не Венгрия и Словакия конкретно пострадает. Это на Украину перестанут поставлять дизельное топливо. Нет, не перестанут.
Просто нашими руками накажут венгров и словаков. А поставлять будет Польша. А поставлять будет Польша, Румыния, да. То там масса... Понимаете, рядом с Венгрией и Словакией есть масса игроков, которые с интересом смотрят, точнее, очень хотят, чтобы, например, компания МОЛ загнулась. Просто и без затеи загнулась, потому что можно будет на ее место прийти и поставлять и Венгрию, и Словакию свои нефтепродукты. Потому что нефтеперерабатывающие заводы в Евросоюзе недозагружены. И если убрать вот этого игрока, вы загрузите свои мощности. К сожалению, не черно-белая ситуация. То есть, извините, долго вот расписывать не буду, но если бы было так, что вот мы прекращаем поставлять венграм и словакам, и все, дизельное топливо на Украину не идет, да, это было бы более чем рационально. Но в текущей ситуации мы фактически просто накажем венгров и словаков, которых подставляют европейские власти, как раз под наш удар, что вот мы прекратим им поставлять, и все. И местные компании разорятся, венгры и словаки будут больше платить за энергоносители, и от этого выиграют поляки, от этого выиграют, возможно, даже немножечко немцы и другие рядом располагающиеся... Наша Чехия будет продолжать работать и так далее. Вот. Поэтому нет, к сожалению... Еще раз, я на эмоциональном уровне, я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, но вот однозначного ответа на это нет. При том, что представители Венгрии и Словакии, вот, во-первых, представители Петер Сиярте регулярно посещают все наши мероприятия, вот, которые проходят. Пожалуй, единственный европейский чиновник, который вот настолько четко, последовательно везде присутствует, пытается в роли... Саш, ну вот давай еще раз этот лабиринт. Да. Мы не поставляем в Венгрию и в Словакию нефть. Они вынуждены для себя где-то искать еще. Найдут, сохранят свое предприятие МОЛ. Нет, значит нет. Завод в Словакии тоже принадлежит компании МОЛ. На их рынок придут другие игроки. На Украину поставки будут продолжены, потому что есть недозагруженные мощности в Европе. Единственный способ обеспечить отсутствие нефтепродуктов на территории, подконтрольной Киеву, это отсечение границ. Отсутствие железнодорожных поставок, отсутствие морских поставок. Вот единственный способ. Хорошо, все остальные способы не работают. Все равно будут поставлять. А скажите, по какой цене покупает сжиженный газ сейчас Европа? Ну, долларов 400-450. Если вам интереснее подробнее, то местный регулятор АСЕР, ну вот как производитель техники, вот так же, публикует ежедневную статистику. Если интересно, зайдите, посмотрите. Почему у нас растет цена на топливо, мы сейчас об этом поговорим. Нефть не особо растет. Ну, если учитывать, что нефть занимает малую долю в цене топлива, то, я думаю, вы должны уже прочувствовать ответ на ваш вопрос. Но Китаю, в общем, тут довольно сумбурный вопрос о том, что Китаю за копейки продают газ, а нас дерут 3 шкуры. В Иркутске все печи топят электричеством. Господи, боже мой. Дорогие друзья, я, конечно, понимаю, что вы где-то прочитали, краем уха услышали, и все, и запомнили. Китай за копейки. Вам это Bloomberg рассказал, да? Или Financial Times? В пересказе наших СМИ. Я правильно понимаю? Или вы сами контракт посмотрели? В Китай сейчас поставляется газ примерно за $280 за 1000 кубических метров. Откройте вашу платежку, если вы газ получаете, пересчитайте в доллары и прикиньте. Это, кстати, оптовая цена. Это не розничная цена, потому что потребителям в Китае газ достается еще дороже. Вот, это первое. Второе. С вас 3 шкуры дерут, сравните вот эти цены с ценами, по которым вам продают газ. При том, что эта цена рассчитывается по принципу затраты плюс. То есть в этой цене вшиты затраты на извлечение газа, транспортировку, хранение и распределение. И небольшая маржа. Про очистку забыл, она тоже имеет... Ну и очистка, это к транспортировке я тут отношу, потому что мы извлекли, мы очистили и все, и транспортируем. Ну вот. Поэтому вот эти все рассказы о том, что в Китаю за копейки, а с нас 3 шкуры. Даже на эмоциональном уровне это глупость. Извините, пожалуйста. Ну, если вы считаете возможным это писать, я считаю возможным это так прокомментировать. Потому что, по сути, это оно и есть. Просто сравнивайте цены у себя в платежке, смотрите, на каком уровне сейчас стоимость для Китая. Стоимость для Китая привязана к стоимости нефтяной корзины. Никаких чудес не бывает. Ну, господи, боже мой, почему Европа стремится к использованию водорода? Не стремится. Они придумали стратегию, они ее приняли, и никто этой стратегии не следует. Местные компании начинают потихонечку, бочком-бочком выходить из тех проектов, которые запускают.
В соответствии с лозунгом известного политического деятеля «прикрути всей этой водородной программе». Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.